Почему страсть к молодым красавчикам таит за собой бытовой вампиризм? За романами, где она зрелая женщина, а он юный Аполлон, скрывается не только любовь, но и взаимная выгода. Одним из самых резонансных неравных романов за последнее время стали отношения Бритни Спирс и Сэма Асгари. Сначала поклонники певицы воспринимали 28-летнего танцора как альфонса, который охотится за миллионами поп-принцессы. Но красавчику удалось быстро завоевать доверие. Он вдохновил Бритни восстать против опеки отца, сделал ей предложение и признался, что хочет от нее иметь детей. Однако Сэм снова поставил пятно на своей репутации. Во время подготовки к свадьбе он потребовал вписать в брачный контракт пункт, после которого его опять обвинили в корысти. В случае развода он требовал, чтобы ему выплатили по $5 миллионов за каждый год, прожитый рядом со звездой. А вот после 2 неудачных браков Шерон Стоун не разочаровалась в любви, но свое к ней отношение она немного пересмотрела. Пока все твердили, с возрастом нужно становиться серьезнее, она предпочла опуститься во все тяжкие. В 2001 году актриса пережила кровоизлияние в мозг и чудом осталась жива, поэтому начала ценить простые удовольствия и еще больше. Выложить в соцсети откровенную фотографию в бикини да легко. Прогулять спортзал и поехать на вечеринку с удовольствием. Найти юного бойфренда, да заверните мне 2. Встречается с молодыми парнями Стоун не ради пиара. Свои романы она предпочитает не афишировать, но папарацци регулярно застают ее в объятиях очередного красавчика. Одним из последних стал рэпер. Музыкант и актриса принадлежат к разным поколениям, но судя по тому, как весело пьют шампанское в ресторанах и страстно целуются на пляжах, на разницу в возрасте им наплевать. А вот Мадонна за последние 10 лет сменила несколько бойфрендов, и получалось так, что каждый был моложе предыдущего. Танцору Акламалику Уильямсу, которого звезда драматично бросила в позапрошлом году, было всего 27 лет. Если певица останется верной своим принципам, ее будущая любовь, наверное, сейчас еще учится в школе. Поклонники считают, влияние молодых парней плохо сказывается на звезде. В последнее время она злоупотребляет фильтрами в соцсетях и пошлыми нарядами, но все едкие комментарии пропускает мимо ушей. Титул «Мадонна с младенцами», который ей и ее парням присвоили пользователи сети, явно ей льстит. По сравнению с Мадонной, между Кэти Холмс и ее новым парнем Бобби Вутеном III, разница в возрасте просто комическая, каких-то 10 лет. То, что актрису теперь тоже записали в клуб любительниц малолеток, ее нисколько не смущает. В прошлом она настрадалась в браке с Томом Крузом, оказавшимся жутким тираном, и теперь собирается наслаждаться счастьем, несмотря ни на что. На всех снимках, которые сделали уличные фотографы за пару месяцев романа, Кэти и Бобби только и делают, что страстно целуются. Ким Кардашьян и Канье Уэст, может, и были когда-то одной из самых популярных звездных пар в мире, но когда расстались, поклонники телезвезды вздохнули с облегчением. В последнее время рэпер только и делал, что кочевал из скандала в скандал, а Ким рядом выглядела все более несчастной. То ли дело потом. Для приличия, погоревав после развода несколько месяцев, Кардашьян кинулась в омут нового романа. Ее последним избранником был 29-летний комик Пит Дэвидсон. Он привнес в серую повседневность Ким не только нотку юмора, но и перчинку. В жизни Ким явно наступила вторая молодость. Как настоящая подружка с хейтера, она сменила каблуки на кеда, а строгий взгляд на широкую улыбку. Несмотря на то, что пара рассталась, искры между бывшими возлюбленными летят до сих пор. Хайди Клум может бесконечно рассказывать поклонникам про свои прекрасные гены и чудо-маски для лица, но ее фанаты уверены, молодость она попивает из своего супруга Тома Каулица. Удивительно, но именно певца модель называет самым мужественным из всех своих любовников. Звезде подиумов есть с чем сравнивать. Это брак для нее уже 3-й. Самым лучшим качеством Тома Хайди считает не его жизнерадостность или стальной пресс, а ответственность. И она еще добавляет, что со страстью в их отношениях тоже все в порядке. А вот для Мэрайи Керри отношения с парнем помладше вышли боком. Танцор Брайан Танака едва не испортил ей карьеру, войдя в доверие слепо влюбленной в него звезды.
Он решил, сможет стать не только ее бойфрендом, но и менеджером, вынудил Кэрри уволить помощницу и взялся контролировать ее финансы. Кроме того, он потребовал зарплату в $12 000 ежемесячно. Спасли Мэрайю Кэрри друзья. После того, как звезда чуть не сорвала мировое турне, они вызвали ее на серьезный разговор. В итоге с Брайаном певица рассталась, а травмы после этих отношений у нее не осталось. Звезда признается, в таких романах есть место не только чувствам, но и расчету. Молодые парни мотивируют ее следить за собой и становиться лучше, худеть, обращать внимание на стиль, заниматься спортом и активнее мазаться кремом от морщин. А вот Крис Дженнер даже не пытается строить из себя фею и признается, больше всего в отношениях с бизнесменом Кори Гэмблом любит секс, а уже потом все остальное. С виду и не скажешь, что ее с избранником разделяет целых 25 лет. Выглядят они почти одинаково. Он всегда такой сексуальный, и все, что я хочу сделать, это просто врубить музыку. Кори в отношениях с тем, кто намного старше. И раньше мне казалось, что когда ты становишься старше, ты перестаешь быть всегда в нужном настроении для секса, признавалась Крис и облегченно выдыхала, ведь эти проблемы обошли ее стороной.